Вы не можете грешить и быть сыном или дочерью Бога. Вы грешили? Нет. Живете безгрешной жизнью? Да. Алло, ты и вправду говоришь мне это прямо в лицо? Да, безо всякой улыбки. Майки, вы злой? Да, у меня много гнева и есть на что злиться. И на что же вы злитесь? Вы говорите, что Дональд Трамп великий белый хозяин. Может, вы еще верите, что Айли Джонсон великий темный рыцарь? Кто? Видите, Амир Афро. Любого, кто родился в этой стране, вы можете называть наполовину осушенным. Так или иначе, вы идиот. Вам пора. Прощайте. It's a road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more, no. Имя этой женщины – Александрия Окасио-Кортес. Имя прямо как у Матадора. Знаете, что вам нужно знать, дорогие мои хейтеры? Вам не стоит ненавидеть президента Трампа. Ничего хорошего это вам не сулит. Ваша жизнь не сложится в хорошую сторону. Зацените, как эта чокнутая Максин Уотерс. Максин Уотерс, злая ведьма с Запада с низким IQ. Она не дрожит с головой, она умственно и эмоционально больная, потому что у нее ненависть к президенту Трампу. Сейчас у меня будет разговор с Наташей Мэрион. Она женщина, которая стоит за проектом по возмещению ущерба. Своего рода социальный эксперимент, в котором чернокожие что-то просят. То есть черные ребята заходят на сайт и размещают свои запросы на компенсации. Так, тут в скобках написано «физическая и эмоциональная помощь». И белые предлагают им помощь. Так что вы можете зайти на сайт и сказать: «Привет, мне нужно что-то», хотя фиг его знает, как там, это я для примера сказал. К примеру, есть там кто-то, кто уберет мой дом? А белые скажут: «Хорошо, бро, раз ты черный, я приду и уберу твой дом для тебя. Все, что мне нужно, это зайти на этот сайт, и мне серьезно помогут убраться в моем доме». Я звоню по скайпу Наташе. Наташа, доброе утро и благодарим за визит. Доброе утро, как вы? Все хорошо, я ценю ваше приветствие. Очень интересный сайт по возмещению ущерба. Как, собственно, вы пришли к этой идее и почему? Этот веб-сайт об исцелении. В настоящем. Для многих из нас, чей дух сломлен на данный момент. Ведь много расовой напряженности царит в нашей стране. И многие люди не чувствуют, что они могут сделать с этим что-либо, потому как эта проблема слишком велика. Они не чувствуют в себе сил для борьбы с этим. Поэтому идея, лежащая в основе моего веб-сайта, заключается в том, что каждый из нас может задуматься о том, какую ценность он может привнести для нашего сообщества. И если вы идентифицируете себя как белый, что, безусловно, является решением, которое многие люди принимают, то в данном случае вы можете подумать о том, что вы можете сделать, чтобы помочь им в нашем сообществе, имея те привилегии, которых у них нет. Например, если у вас есть профессиональная карьера, возможно, вы могли бы помочь кому-то важными знакомствами. Вы могли бы стать ему наставником. Может, кто-то посмотрит резюме и возьмет его как нового сотрудника. Есть много способов воспользоваться привилегиями. Так что сайт помогает людям, которые могут соглашаться или не соглашаться с какой-либо из философий, внедренных в проект, чтобы задействовать свои привилегии, которые мы все можем использовать, независимо от того, как мы их идентифицируем, потому что привилегии множественны. И каким образом черные люди чувствуют, что их дух сломлен? Вы, черный парень, спрашиваете меня, черную девушку, как черный, что чувствуют все черные, потому как мы оба знаем, как нас игнорируют, и не делайте так больше. Я говорю за себя, я говорю про свой опыт. Посмотрите на бомбардировку негатива в СМИ. А на полицейских, которые стреляют, массовая стрельба, школьная стрельба. И если вас это не расстраивает, то вы, вероятно, нечеловеческая личность. Потому что я чувствую, что мы в ответе за людские страдания. То есть вы говорите про чернокожих, которые считают, что их дух сломлен?
Вы задаете мне один и тот же вопрос снова? Вы не ответили на него. Для меня вы черная женщина, которая не ответила на вопрос. Вы мерзко поступили. Ответьте на вопрос. Вы сказали, что черные люди, которые чувствуют, что их дух сломлен. Отойдем немного от темы. Когда вы сказали, что я была для вас черной женщиной, Да. что вы имели в виду? Знаете, у таких черных женщин, как вы, довольно неприятный характер. И когда разумный человек с ними не согласен, черная женщина становится такой вот прям женщиной, мерзкой, прямо как только что вы. Я вообще не понимаю, о чем вы. У меня есть вопрос для вас. Нет, нет. Меня ретвитила Колтер. Вас она ретвитила? Мне нужно, чтобы вы ответили на вопрос. Вы сказали... Колтер ретвитнула вас, или она думает, что вы мерзкий, ленивый, черный? Вы сказали, что... Мне просто любопытно, потому что если я черная женщина, тогда и вы должны оставаться черным. Как Билл О'Райли однажды сказал про вас, как и Шон Хеннети, между прочим. И они говорят про вас, потому что им все равно. Помните, что все жизни равны, кроме вашей, если вас задержал коп. Вы говорите... Вы снова заливаете это дерьмо мне? Вы действительно думаете, что это будет цивилизованным обсуждением? И вы зовете себя христианином, начиная дискуссию и называя меня по-всякому? В какой школе вы учились? Этот разговор окончен. Вы же не собираетесь убежать? Она убежала. У нее такое скверное отношение ко всем. Она убежала. Я говорил всем этим злым людям. Они не могут принять правду вообще. Смотри, я думал, она отключилась. Он вернулся. Наташа, вы вернулись? Я очень рад, а то уж подумал, что вы сбежали, как подлый трус. Спасибо, что вернулись. О, трус! Такой тролль, как вы, который называет их именами, о которых они даже не имеют понятия. Какие они люди, каков их жизненный опыт? Позвольте мне вернуться к моему первоначальному вопросу. Вы сказали, что все черные люди чувствуют, что их дух мертв или ранен, или как вы там говорите? Нет, я не говорю, что мой дух сломлен. Я говорю, что есть много людей в этой стране. Все личности, которые плохо себя чувствуют. Они не чувствуют себя здоровыми и целыми в расовом ландшафте. И почему же нет? Это все люди разного цвета и любого оттенка. Почему они не чувствуют себя здоровыми или целыми? Потому что эта страна нездорова. И если вы не можете уловить это, то я никак не могу вам помочь. Дайте мне пример страны, которая является нездоровой и нецельной. Вы вообще обращаете внимание на то, что происходит в новостях? Я вижу черных людей, не всех, но большинство черных людей вышли из-под контроля. Но это из-за чувств их родителей. Ну, если вы собираетесь заговорить со мной о, в кавычках, черном криминале, я закачу глаза и надеюсь, что однажды вы узнаете, что Бог благословляет вашу душу, в особенности вашу. Позвольте спросить. Возмещение ущерба мне. Люди могут зайти на ваш сайт и попросить помощи у белых. Как это помешает им действовать так же, как они действуют сейчас? Но вы знаете, мы видим, как полицейские убивают много головорезов. Что вы имеете в виду под термином «действуют»? Вы говорите насчет действий Тимоти Маквея? Или действий Джеффри Даммера или Дональда Трампа? О каком действии идет речь? Или как Колтер действовать? Откуда у вас столько враждебности? Почему вы такая злая? Это я злая? Может, это вы злой? Вы не замечаете, как вы себя ведете? Как я себя веду? Я сказал, замечаете ли? Я ходила в среднюю школу на юге, и я наверняка знаю многих ваших слушателей или южан. Есть такая мелочь, которую мы любим делать на юге, и это называется приличием. Это называется этикетом. Поэтому, если я знакомлюсь с вами впервые, и если я оскорблю вас, то это действительно довольно грубо и выставит меня в плохом свете. И вы сделали это со мной. И вот поэтому вы называете это... Я не знаю, кто вас взял на работу, но он явно хреново сработал, раз не прикрыл эту часть разговора. Поэтому вы... У вас есть гость, с которым вы должны быть добры. Знаете, я сейчас чувствую себя индейцем, когда белые вторглись в Америку. Вы серьезно? Я читал, что вы артист. Какого плана вы артист?
Я концептуальный артист, и я уверена, что вы не в курсе, кто это. Без понятия. И что это? Это значит, что идея гораздо важнее актуализации. Когда я вернусь, у нас есть несколько звонков для вас, и может вы будете куда логичнее. Мне понравилось, что вы не поджали хвост и не убежали. Да идите вы, я не тролль. Меня так просто не затроллишь. Включить бы сейчас музычку испуганной курочки. Ладно, успокойтесь. Мы попробовали позвонить ей пару раз, но у нее проблемы со связью. Наташа, мы говорили о концептуальном искусстве, верно? Да. Верно ли, что концептуальное искусство — это фальшивое искусство? Может, радио — это фальшивые СМИ? Тебе должно быть стыдно, девочка, за свое поведение. Серьезно? Ты мой папочка? Ты имел мою мамочку? И теперь ты говоришь, что мне делать? Ты, Мой папа Джесси Ли. может, все-таки перейдем к звонкам? Ты не имеешь абсолютно никакого права говорить, что мне делать. Беспокойся о себе и о своих детях, как ты их растишь. Пожалуйста, не сквернословьте. Нельзя вести себя так на радио. Так мы на радио. Ты тоже говоришь мерзко. Ты не имеешь права говорить женщине, что она должна делать, которую не знаешь, и ждать, что все пройдет хорошо. Спроси у своих друзей. О чем именно? Уверен, что твоему отцу будет стыдно за тебя. Так, перейдем в Кливленд, Огайо, и поговорим с Бесси. Бесси, доброе утро, поговори с Наташей. Доброе утро, Наташа. Я тоже хочу поблагодарить вас за то, что вы вернулись, потому что у меня есть несколько вопросов к вам. И я искренне пытаюсь понять, что вы действительно имеете в виду. Пожалуйста, если вам не сложно, дайте свое определение слову «привилегия». Привилегия означает разные вещи для разных людей. Ваш вопрос хороший. Спасибо. Вы должны идентифицировать американцев, когда они слышат слово «привилегия». Для кого-то это роскошь, поэтому они думают, что привилегия относится именно к деньгам. И, конечно же, экономический класс – это один из способов взглянуть на привилегии. Очевидно, если у вас больше денег, чем у того, у кого их меньше, это привилегия. Но привилегия разнообразна, поэтому она работает на разных уровнях. Например, у меня есть степень магистра, и я не думаю, что у Джесси Ли Питерсона есть что-то подобное. Слава тебе, Господи, у меня такого нет. В этом случае у меня больше привилегий, чем у него, потому что я могу использовать это образование и навыки критического мышления для помощи людям по всему миру. Так что привилегия очень разнообразна, и поэтому не все так просто. Это не та штука, которая есть у богатых, а у бедных нет. Если вы можете встать и ходить, то у вас есть привилегия перед теми, кто менее физически здоров, чем вы. Если вы можете голосовать, а кто-то нет, например, кто находится в тюрьме или имеет физическую аномалию. Привилегия разноплановая. Погодите. Как я поняла, Наташа говорит об экономическом классе, образовании, о физических недостатках. То есть, если у вас какие-либо физиологические аномалии, это уже не является привилегией, так? Также способность голосовать, то есть, если человек, например, является осужденным преступником, что было бы лишением привилегий. Я права? Ну, вы на правильном пути. Я говорю о том, что привилегия не универсальна. У разных людей разные привилегии. Но привилегия белых – это привилегия, которая конкретно связана с цветом вашей кожи. Таким образом, вы можете быть очень бедным белым человеком, вы можете быть белым инвалидом, вы можете быть белым геем, вы можете быть белым без образования, но у вас все равно будет белая привилегия. Что означает, если вы пойдете за просроченным талоном, то вас не застрелят. Так, хорошо, я хочу сказать две вещи. Первое, моя способность... Бесси, у нас мало времени, если можно, то побыстрее. Боже, мне так много нужно сказать, Джесси. Я не могу сказать это все так быстро, за такой короткий промежуток времени. С нами хотят поговорить много людей, Бесси. У тебя есть время, только переходи к главной мысли. Хорошо. Моя мысль заключается, если посмотреть на кого-то вроде меня, кто вырос в бедности с отцом, который попал в тюрьму. И да, я белая. Он попал в тюрьму. Дома у нас не хватало еды и ничего не было.
Я долгое время работала над собой и смогла получить докторскую степень. И теперь у меня есть бизнес. Но, думаю, вы сочтете меня одной из привилегированных людей. Но вы также делаете предположение, что я не готова помогать этим людям. Другими словами, Наташа, Бесси хочет сказать, что ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Не совсем, я хочу быть вежливой с гостьей. Не обращая внимания, женщины склонны к более сострадательному общению. И она очень проникновенно рассказала свою историю с хорошими манерами. И я это услышала. Но, как я говорила в начале, Беттани, я не говорю о привилегии, которую вы получаете от докторской степени, или о борьбе, в которой вы росли в бедности. Я говорю конкретно о привилегии вашей белой личности. Если мы вместе с вами пойдем в банк с одинаковым резюме, с тем же финансовым положением для получения ссуды, для малого бизнеса, то вы получите ссуду, а я нет, потому что вы белая. Нет, потому что твоя кредитная история ужасна. Поэтому я не делаю никаких предположений, потому что не думаю, что авторитет как-то помогает людям. Наташа, кредит вам не дадут не из-за цвета вашей кожи, а из-за вашей плохой кредитной истории. Нет, как я говорила ранее, что имея одинаковое резюме, В таком случае ты получишь кредит. Ты его получишь. может вам поменьше говорить обо мне, ладно? Наташа, ты получишь кредит. Джесси, нет таких законов, запрещающих ей получить ссуду. Правильно. Все-таки на дворе не 60-е. И что же они тогда делают? Осознаете ли вы, что вы ублажаете свое эго, что в долгосрочной перспективе причинит вам боль? А вы черный Дональд Трамп? Вы эмоционально. Может, ты вдруг захотел стать президентом Соединенных Штатов? Вы осознаете? Нарциссизм причиняет людям боль. Вы осознаете? Погодите. Вы осознаете, что вы... У меня едва ли есть целая радиопередача, посвященная мне. Вы осознаете, что вы в эмоциональной черной дыре? Наташа, вы осознаете, что эмоционально безнадежный человек полностью? Наташа, вы христианка? А вы христианин? Потому что я верю, что с людьми надо обращаться так, как бы ты хотел, чтобы обращались с тобой. И я не знаю. Давайте немного передохнем. Говорить постоянно за спинами людей о том, о чем даже не имеешь понятия. Попозже вернемся к звонкам. Все, и твоя мамочка хочет с тобой поговорить. Вернемся через минуту. У нее есть ребенок. Бедный ребенок. Наташа, я видел маленького ребенка, поглядывающего на экран. Это ваш сын или дочь? Это твой сын или дочь? Тогда или нет? Мы здесь, чтобы поговорить. Хочешь поговорить о моей семье, потому что я крашу свои ногти. Вы христианка? А вы христианин? Вы ведете себя как пятилетка. О, а ты ведешь себя как мой папочка? Это твоя темная фантазия? Тебе, значит, нужен отец. Я сожалею, что он тебя бросил. О, тебе ничего не известно о моем отце. Я знаю, что твой тебя плохо обучал. Но я могу сказать, что он тебя бросил. Давайте примем еще один звонок. С нами на связи Грег из Далавера, который хочет поговорить с Наташей. Доброе утро, Джесси. Доброе утро, Наташа. Как вы? С добрым утром, Грег. Все хорошо, а у тебя как? Хорошо, спасибо. Я работаю в демографической сфере и многое узнаю изнутри. К примеру, что происходит с займами на поступление в колледж. Компании, по факту, покупают данные, потому что они вынуждены выдавать большую часть займов черным, где они говорят: «Хорошо, нам не нужно выдавать больше кредитов, чем мы обычно выдаем», видя их кредитную историю и многое другое. Людей определенной расы повысили, чтобы получить больше ипотечных кредитов. Это также относится к образованию. По этому вопросу проходило большое исследование, где Томас Солл говорил, что они на самом деле попадают в колледж более высокого уровня, чем следовало бы. И это в действительности работает против них, потому что они попадают в школы, в которых учиться намного сложнее, чем в тех, в которых они учились раньше. Вы расист, Грег? Наташа, ты понимаешь, дело в том, что я в этой игре давно варюсь. Нам пора попрощаться.
Грег, спасибо, что позвонил нам. Он сам сказал, что он расист. У нее на самом деле серьезные проблемы, мужик. Спасибо, Грег, что был с нами. Наташа, вам нравятся белые люди? А вам они нравятся? Давайте поговорим с Джавасом из Нэшвилля, штат Теннесси. Джав, Наташа к твоим услугам. Эй, как ты там, мужик? Хорошо, спасибо. Йоу, как жизнь, леди? Я хочу задать быстрый вопрос. Какого лешего? Ты назвала людей, которые с тобой не согласны, дураками? Он имеет в виду, что вы намекнули, что люди без ученых степеней тупые. Что ответите на это? Можешь вернуться назад и просмотреть расшифровку, дорогой. Я ничего такого не говорила. Я говорила, что иметь докторскую степень является привилегией. Это форма привилегии. Да нет, я вообще-то имею в виду все твои комментарии. Все, что ты озвучила. То есть у меня есть докторская степень, откуда ты знаешь про меня? Да, именно. Я не думаю, что у Джесси Ли Питерсона есть такая степень, так что... Слава тебе, Господи, у меня ее нет. То есть твоя привилегия то, что ты говоришь на радиоканале Джесси Ли Питерсона? А ты о чем говоришь? Ты только что сказала, что ты привилегированная, так? То есть нужно иметь привилегию и позвонить тебе во вторник, что ли? Джарвис, этой женщине нужна помощь, у нее проблемы с мозгами. Погоди, спасибо за звонок. О, мой папочка снова заговорил. Они позволят ей уйти, потому что... Потому что он христианин. Наташа, я дам тебе уйти, и любовь следует за тобой. Мне жаль, что у тебя столько гнева, особенно жалко твоего ребенка, который рядом с тобой. Я не уверен, что мне нужен твой совет в отношении моего гнева, Джесси. Ведь ты именно этого и хочешь, не так ли? Как христианин. Спасибо, что были с нами. Все, что ты говорил тут обо мне, относится к тебе. До свидания, пока. Исчезни. Вау, какая злая женщина нам попалась. Посмотрите на нее. Она никак не может закрыть свой рот. Вот с чем имеют дело маленькие дети. Вот из-за чего происходят все те беспорядки в нашей стране. Вот с чем вы имеете дело на рабочих местах. У этих людей такое злобное отношение, они ненавидят белых людей, которых они знают. Они не любят ничего хорошего. Представьте себе, эта женщина полностью пропащая.